Рыбы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш таро-прогноз на июль 2023 года. Посмотрим, что вам принесет середина лета, в каком разгаре событий вы будете находиться. И, в принципе, проанализируем предстоящую цепочку событий. Если вдруг вы пропустили ваш расклад на июнь, то его сможете найти по ссылке в комментарии под вашим видео. А мы с вами приступаем. Итак, у нас сегодня в работе будут Таро внутренней ведьмы, а также колдовские Ленорман. Вот они нам и будут раскрывать предстоящие события. Общая энергия месяца. Что вас ожидает в работе? Что ожидает в финансах? Вопросы здоровья, личной жизни и рекомендации от карт. У вас основным посылом, основной энергией месяца здесь ложится паж мечей. Аркан, который говорит о том, что будет много интеллектуального труда, много будет, может быть, волокиты, связанные с документами, перепроверить, посмотреть. Также это могут быть проверки, экзамены, подтверждение квалификации. Или, допустим, если вы там защищаете диплом, диссертацию. То есть это подвергнуть оценке как ваши ценности, ваши знания, так и вы можете таким образом относиться по отношению к другим людям. Собирать информацию, оценивать, взвешивать, делать выводы. Потому что, видите, маг, здесь не только управлять, манипулировать, здесь действительно выйти на новый уровень за счет вашего интеллекта. Опять же, эти карты могут говорить о том, чтобы вы нашли какую-то информацию, докопались до сути, можете обращаться к узкопрофильному специалисту. Например, если это врач, то есть полная диагностика той проблемы, тех сфер организма, которые у вас приносят какие-то проблемы. То есть если там что-то болит, что-то беспокоит. И при помощи квалифицированного специалиста найти, в чем же находится основа ситуации, как ее можно исправить. Или обратиться к адвокату, который вам поможет докопаться до истины, прояснить ситуацию, помочь ее решить. Ну или в принципе, неважно, какой это специалист, в какой сфере. То есть это за счет помощи извне решить какие-то вопросы, ну или же самому добиться, докопаться и стать специалистом в какой-то нише. Опять же, здесь еще научиться контролировать свой сарказм, свою язвительность, потому что вам, как людям с высоким интеллектуальным развитием, присуще, да, где-то пустить какие-то колкости, кого-то поставить на место. То есть здесь это немножечко контролировать этот процесс, потому что понимаете, что не всегда это в плюс, и не все могут понять ваш сарказм. Если мы будем анализировать с вами сферу работы, карьеры и реализации в целом, здесь у нас ложится аркан Луна. У кого-то могут быть здесь переживания, страхи, связанные с тем, что, возможно, вы идете не тем путем или это не ваша ниша. Ну а для большинства здесь может просто идти изменение условий труда. Начиная от вопросов графика, то посменно или вахтовый метод, или просто меняется каким-то образом, там, не знаю, сутки через трое, или уменьшение, или наоборот увеличение количества часов. Ну а для тех, у кого бизнес, это может быть вопросы сезонного бизнеса. Допустим, вкладываться будет интенсивно в тот, который сейчас наиболее востребован. Но так или иначе, сейчас мы с вами проследим эту цепочку событий. Для тех, кто у нас не работает. Луна и четверка Земли – это все без изменений. Вы занимаетесь бытовыми аспектами, вы находитесь на попечении членов семьи, получаете от них материальную поддержку. И здесь, по сути, у вас никаких изменений нет. Для тех же, кто у нас является соискателем, то учитель воздуха, она же королева мечей, это действительно проходить какие-то очень такие жесткие собеседования. Почему? Потому что здесь человек, который вас будет интервьюировать, будет к вам придираться. Но вы спокойно выдержите все эти стрессовые ситуации, проверку на стрессоустойчивость, поэтому зря только переживали и себя накручивали. Аркан смерть говорит о ситуации, что даже если вы не получите какого-то позитивного ответа, это вам поможет, как закалиться в этой обстановке, в этой ситуации и взять на вооружение какие-то свои минусы, то, как вы реагировали, потому что по пятерке мечей здесь могут вас намеренно провоцировать на вопросы агрессии. Если анализировать ситуацию для тех, кто является наемным сотрудником, то, о чем я говорила, Луна и четверка чаш – это ощущать себя не в своей тарелке. Допустим, понимаете, что для вас эта организация уже является тесной, вам хочется большего. Или работать на себя, или пойти в другую структуру, где ваши знания, навыки и опыт будут
ценить по достоинству, ну и соответствующим образом будут платить за ваш труд. Поэтому могут быть здесь мысли, а стоит ли мне здесь оставаться или стоит ли искать что-то для себя более перспективное. Для тех же, кто владеет собственным бизнесом, по пажу жезлов, она же карта инициативы, это в первую очередь боязнь, а пойдет ли новый бизнес, а будет ли востребован он в сезон, и вообще как у вас пройдет сезон, сможете ли вы его успешно закрыть, сможете ли, скажем так, хорошо заработать и отбить свои вложения. Но, как показывает у нас рыцарь жезлов, все удастся. Самое главное, не опускайте руки и двигайтесь в выбранном направлении. Финансовая сторона вопроса – семерка воздуха, она же семерка мечей. А вот здесь будьте бдительны. Особенно с вопросами инвестиций, каких-то знаковых покупок или, в принципе, в плане распоряжения ресурсов. Потому что велик риск попасть на мошенников. Будь то какие-то даже телефонные махинации или вас кто-то из друзей может, ну, не то чтобы принудить, уговорить вложиться в какое-то дело, инвестировать в какой-то бизнес. Или вы можете совершать крупные покупки. Поэтому перед тем, как действительно делать какие-то солидные вклады, консультируйтесь, перепроверяйте. Лучше вы переплатите специалистам, которые будут заниматься проверкой там, объектов недвижимости там, или авто, или чем-нибудь еще, но вы сможете сэкономить себе на ситуации, когда вас кинут и вы останетесь без денег. Что здесь по вопросам здоровья? По императрице. На самом деле это вопросы процветания, омоложения, это ситуация, когда душа цветет и пахнет. Это изменение гормонального фона в лучшую сторону, потому что здесь расцвести, это повышение уровня либидо. Для женщин повышение фертильности, для тех, кто у нас стремится, это вопросы зачатия, деторождения. Для мужчины это коррекция гормонального фона, ну и для мужчины, и для женщины это вопросы омоложения, это могут быть вопросы пластической хирургии, которая для вас будет идти со знаком в плюс. Только рекомендовано это делать до 23 июля, до периода ретро-Венеры. Поэтому запомните этот момент, и вот все оперативные вмешательства, которые вы планировали, лучше до этого дня. Вопросы личной жизни. Двойка воздуха, она же двойка мечей. Неясность. Попытки закрыться, попытки покопаться в ситуации, в себе самих, разобраться, что вас не устраивает, что со всем этим делать. Для тех, кто свободен, по справедливости, это, знаете, самобичевание. Это ситуация, когда вы ищете причины в себе, но не ищете их в других. В чем является, знаете, как бич вашей проблемы. Потому что в любых неудачах в личной жизни вы обвиняете в себя, но не партнера или партнершу, которые являются, допустим, для вас неподходящими. Поэтому по справедливости это как трезво оцениваете ситуацию и обстановку. Можете обратиться к специалисту, который действительно вас оценит так, как это должно быть. То есть психолог или психотерапевт, если ситуация уже более серьезная, посмотрит, есть ли у вас какие-то психоэмоциональные нарушения, есть ли внутренние блоки и вообще, что вам мешает выстраивать гармоничные взаимоотношения. Но по перспективам личной жизни здесь я не вижу вопросов нового союза. А для тех, кто у нас в любовных треугольниках, двойка мечей, девятка чаш, жить на 2 двора, на 2 семьи, вас здесь все устраивает, эмоции бьют ключом, менять ничего вы пока не собираетесь. Здесь так этот тройничок и останется. Не знаю, устраивает вас эта ситуация или нет, но могу сказать однозначно, менять в рамках этого периода вы ничего не будете. Для тех же, кто у нас в стабильных союзах, по пятерке чаш это конфликты, это опустошение. Вам кажется, что, возможно, вы не с тем человеком. Может идти разочарование в партнере, в ситуации, в себе, в своем выборе. Или может также еще прийти осознание, что вы переросли друг друга. Ну, то есть кто-то из вас, да, один не дотягивает и говорит, что второму все мало, а второй, наоборот, вырос и понимает, что он не может постоянно себя сдерживать и подстраиваться под партнера или партнершу. Поэтому здесь идут как раз вот попытки взвесить все за и против и понять, что вам делать в этой ситуации. Совет по дураку. Вопросы обновления, омоложения, деторождения, идти в новое, не бояться, даже если тут где-то какие-то есть осечки, негативный опыт. Это опыт, и использовать себе его во благо. Опять же, не бояться идти в новое, не бояться в первую очередь каких-то перемен, потому что по дураку это будет не глупость, это будет осознанность ради вашего расцвета. Посмотрим с вами на неожиданность периода. Что здесь? Прям очень многим сегодня ложится этот аркан. Аркан женской энергетики. Инь, медведица и тучи.
Переживания из-за оттока женской энергетики. Подавление, упадка силы, отсутствие либидо. Или кто-то переживает, что уходит молодость и красота. Это может быть справедливо как для мужчин, так и для женщин. Попытки ухватить момент, стабилизировать, реализоваться в нем. Потому что карты говорят о том, что вот видите, как якорь, который летит на звездах. Вы хотите поймать момент, его стабилизировать и остановить, но пока это не получается. Удастся ли вам это сделать? Ну, при большом количестве усилий, да. Но в первую очередь это касается вопросов, повторюсь, омоложения, пластической хирургии, становления здоровья, то есть и восполнения энергетики в целом. Еще раз скажу, как для мужчин, так и для женщин. Кто-то еще здесь может переживать из-за не то чтобы своей несостоятельности, из-за того, как вам кажется, что вы идете не своим путем, что вы не раскрываете себя в полную меру. Поэтому можете заниматься вот в связке этих карт самобичеванием, чего делать не стоит. Поэтому, надеюсь, вами выводы будут сделаны, и вы поменяете свою жизнь в лучшую сторону. Ну а я, конечно же, вам закрою арканы таковым образом, чтобы все в вашей жизни шло со знаком плюс. От вас буду ждать обратной связи по прошествии периода, поэтому не забывайте про энергообмен. Всегда благодарна вам за ваши лайки, ваши комментарии, донаты. Я тоже, в свою очередь, стараюсь вас баловать новыми колодами, новыми инструментами. Поэтому до новых встреч, до новых видео. Пусть июль для вас будет самым ярким и красочным. С вами не прощаюсь. Еще услышимся.